Добрый день, друзья! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня будем готовить очень вкусный летний десерт с воздушным бисквитом, нежным сливочным кремом, и все это прекрасно дополняет клубничное желе со свежими ягодами. Несмотря на то, что десерт имеет 3 слоя, бисквит, сливки и желе, готовится он довольно просто и относительно быстро. Вкус просто превосходный. Сладкий пористый бисквит, нежнейший крем и плотное желе с легкой кислинкой. Просто парад вкусов. Первым делом приготовим бисквит. Нам понадобится мука 100 грамм, сахар 100 грамм, 3 яйца, щепотка соли, чайная ложка разрыхлителя и чайная ложка ванильного сахара. В миску вбиваем 3 яйца, добавляем ванильный сахар, щепотку соли и 100 грамм сахара. Взбиваем сначала на низких оборотах миксера, постепенно увеличивая скорость. Масса должна увеличиться в 2 раза, побелеть, а сахар должен полностью раствориться. По времени это займет 10-15 минут. Теперь небольшими порциями вводим муку. 1 чайную ложку разрыхлителя. Аккуратно перемешиваем лопаткой сверху вниз, чтобы не было комочков. Муку вводим в 2-3 приема. Вот такой структурой получилось тесто. На дно формы, в которой будем выпекать бисквит, а заодно и формировать торт, застилаем пергаментной бумагой. Выливаем тесто и разравниваем. Размер моей формы 14 на 28 сантиметров. Отправляем в заранее разогретую духовку при температуре 160 градусов на 30-35 минут. Готовность бисквита проверяем зубочисткой, она должна оставаться сухой. Даем бисквиту полностью остыть и пока приготовим пропитку. Нам понадобится полстакана кипяченой воды, стакан у меня на 120 мл, 2 столовые ложки сахара и где-то столовая ложка лимонного сока. В стакан наливаем 100 мл горячей воды, добавляем 2 столовые ложки сахара, лимонный сок и тщательно перемешиваем. Пробуем на вкус. Если получилось слишком сладко, можно добавить немного воды или лимонного сока. Обильно пропитываем наш бисквит. Теперь отставим в сторону и займемся кремом. Нам понадобятся 30% охлажденные сливки, 2 столовые ложки сахарной пудры, можно больше, 1-2 столовые ложки желатина и примерно 80 мл горячей воды. Желатин растворяем в горячей воде и пока отставим в сторону, чтобы он остывал. Сливки для этого рецепта обязательно брать жирностью не менее 30%, и они также должны быть хорошо охлажденными. Добавляем 2 столовые ложки сахарной пудры и взбиваем. Крем получается слегка сладковатым, можете попробовать на вкус и добавить больше сахарной пудры. Взбиваем пару минут, когда на поверхности будут образовываться плотные пики, теперь постепенно вводим остывший желатин. Обязательно его полностью остудите, ни в коем случае не лейте горячий. Хорошенько перемешиваем. Готовый крем сразу же перекладываем на пропитанный бисквит. Равномерно распределяем. Пока подготовим клубнику. У меня полкилограмма. Хорошенько ее моем, удаляем хвостики, зеленые верхушки и делим ягоду на 4-6 частей. Пока крем еще мягкий, украшаем торт клубникой. Слегка углубляем ее. Клубнику можно, кстати, взять и замороженную, но со свежей вкуснее. Пока отправляем в холодильник и займемся клубничным желе. Нам понадобится 2-3 пакетика клубничного желе, 1 литр горячей воды и 500 грамм клубники. Прежде чем готовить клубничное желе, внимательно прочитайте инструкцию, на какое количество воды оно рассчитано. У меня на одну пачку необходимо 500 мл воды,
поэтому я беру 2 пачки. Если вы боитесь, что будет мало, возьмите больше. В крайнем случае готовое желе можно будет разлить по пиалкам и скушать просто так. Высыпаю в миску и заливаю 1 литром горячей воды. Хорошенько перемешиваем и даем остыть. Когда желе хорошенько остынет, будет слегка таким вяжущимся, только тогда достаем пирог. Теперь аккуратно поливаем сверху клубничным желе. И сразу же отправляем в холодильник, минимум на 2 часа. По истечении времени достаем. Смотрите, как он хорошо застыл. В разрезе отчетливо видно все слои. Очень аппетитно смотрится. Нарезаем его на порционные кусочки. Вот так торт выглядит в разрезе. Он получился изумительно легким. Воздушный бисквит, легкий нежный сливочный крем, и все это прекрасно дополняет плотное с легкой кислинкой клубничное желе. Просто восхитительный десерт. Друзья, настойчиво рекомендую приготовить этот торт. Вы и ваши домочадцы останетесь довольны. Уверяю, вас будут просить приготовить этот десерт еще не раз. Что бы вы добавили или изменили в этом торте, пишите в комментариях. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Так вы будете получать уведомления о моих новых видеорецептах. С вами была Неля. Всем приятного аппетита и мирного неба над головой.